Ваше воображение пронизывает холод и тьму, а разум — опасность и неизвестность. История начинается, погружая нас в захватывающий мир подводных глубин, где технологии достигают своего предела, а природа демонстрирует свою истинную мощь. Вы — капитан новейшей подводной лодки, воплощение инженерной мысли и технологического прогресса. Корпус из сверхпрочных сплавов, бесшумные двигатели, совершенная система навигации и передовое вооружение — все это делает вашу субмарину грозным оружием и надежным убежищем в глубинах океана. Способная погружаться на глубину до 100 метров, она может противостоять штормам и выдерживать давление темной пучины. Ваш экипаж — опытные моряки, прошедшие строгий отбор и готовые к любым неожиданностям. Но даже они не застрахованы от того, что таит в себе океан. В один из обычных дней, когда лодка скользит сквозь темные воды, выполняя очередное секретное задание, начинают происходить необъяснимые события. Приборы выходят из строя, стрелки датчиков бешено вращаются, сигнализируя о неисправностях и непредсказуемых изменениях. Лодка, которая раньше была послушной и надежной, теперь отказывается подчиняться командам. Она хаотично меняет курс, словно кто-то или что-то тянет ее вниз, в бездну. Страх охватывает экипаж, когда они понимают, что попали в ловушку. Капитан, сохраняя хладнокровие, пытается разобраться в происходящем. Он отдает приказы, пытаясь восстановить контроль над судном, но все усилия оказываются тщетными. Ситуация стремительно ухудшается. Лодка начинает погружаться все глубже и глубже, игнорируя все команды. Ужас нарастает, когда члены экипажа осознают, что они столкнулись с чем-то, чего не может объяснить наука. Возможно, это океанский монстр, обладающий невероятной силой, способный разрушить даже такую совершенную машину. Или же подводный водопад, мощнее Ниагарского, который засасывает все на своем пути. А может быть, это секретная зона, где исчезают даже самые современные субмарины, место, о котором никто не должен знать. Океан таит в себе множество загадок, и есть места, куда даже самые современные подводные лодки боятся заходить. Не потому, что не хотят изучать их, а потому, что они становятся ловушкой, из которой нет возврата. Эти запретные точки, отмеченные белыми пятнами на картах военных флотов, являются свидетельством того, что человек еще очень мало знает о глубинах Мирового океана. Одно из таких загадочных мест является Датский пролив, расположенный между Исландией и Гренландией. Здесь скрывается крупнейший в мире подводный водопад, природная аномалия, которая способна поглотить любую субмарину. Его высота достигает 3,5 километров, а скорость падения воды — 2 километра в час. Несмотря на эту относительно небольшую скорость, подводный водопад перемещает огромное количество воды, около 3,2 миллионов кубических метров в секунду, что значительно превышает расход воды Ниагарского водопада. Этот водопад невидим для человеческого глаза, но его мощь невозможно переоценить. Ледяные арктические воды сталкиваются с более теплыми атлантическими течениями, образуя мощный нисходящий поток, который затягивает все на своем пути. Даже самые современные субмарины предпочитают обходить этот район стороной, понимая, что оказаться в водовороте значит обречь себя на неминуемую гибель. Кроме того, Датский пролив имеет важное стратегическое значение. В 1950-х годах США разместили в этом районе систему подводного наблюдения СОСУС, и хотя ее активность снижена, пролив по-прежнему остается зоной повышенного внимания. Представьте себе, что ваша подводная лодка пересекает ледяные воды Датского пролива. Внезапно что-то начинает толкать ее вверх.
С каждым мгновением сила воздействия увеличивается. Лодку выносит на поверхность с невероятной скоростью. В следующий миг она оказывается на поверхности, прямо в центре 15-метровой волны, которая разрывает ее на части. Это и есть смертельная ловушка Датского пролива. Еще одним опасным местом является пролив Дрейка, известный как Южный кошмар мореплавателей. Этот узкий проход между Южной Америкой и Антарктидой, через который проходит самое сильное течение в мире, антарктическое циркумполярное, является источником чудовищных волн. Течение перекачивает гигантские объемы воды, создавая волны высотой до 15 метров. Подводные лодки, которые, казалось бы, должны быть защищены от волн, на самом деле подвержены еще большей опасности. Мощные восходящие потоки, создаваемые этими гигантскими волнами, могут вытолкнуть субмарину на поверхность, даже если она находится на большой глубине. Удар гигантской волны оказывает колоссальное давление на корпус, который не всегда способен выдержать такую нагрузку. Все внешние устройства, такие как перископы, антенны и шноркели, необходимые для нормального функционирования субмарины, ломаются, лишая ее возможности ориентироваться и получать информацию. Кроме того, хаотичные течения в проливе Дрейка сбивают подлодки с курса, делая управление практически невозможным. Подводные хребты и впадины, расположенные на дне, создают непредсказуемые течения, которые могут затянуть судно в смертельную западню. Моряки называют этот пролив проклятием навигаторов, понимая, что он способен уничтожить любую технику и лишить жизни моряков. Если в проливе Дрейка уже существует свой ад, то у него есть свой собственный локальный ад – мыс Горн. Этот район у южных берегов Южной Америки считается одним из самых суровых мест на планете. Здесь бушуют ветра, достигающие скорости 200 км в час. Высота волн часто превышает 10 метров, а погода может измениться за считанные минуты. Штормы, от которых негде укрыться, являются одной из главных опасностей мыса Горн. Ураганные ветры создают хаотичные гигантские волны, которые представляют огромную угрозу для подводных лодок. Схождение Тихого и Атлантического океанов образует водовороты и мощные течения, которые могут дестабилизировать судно. Отсутствие островов, бухт или естественных барьеров, способных снизить силу волн, делает этот район особенно опасным. Подводные лодки сталкиваются с еще одной проблемой – изменением давления, вызванным сильными течениями. Небольшая ошибка, и судно может уйти слишком глубоко или всплыть в разгар шторма, подвергаясь смертельной опасности. Норвежские фьорды, на первый взгляд, кажутся идеальным укрытием для подводных лодок. Глубокие, узкие, скрытые от радаров, они могли бы стать надежным убежищем. Однако эти места таят в себе природные капканы, делающие их опасными для любой субмарины. Смешение пресной и соленой воды во фьордах сбивает с толку гидролокаторы, делая работу сонаров практически невозможной. Необычная акустика, вызванная сложной структурой фьордов, приводит к хаотическому отражению звуковых волн, мешая навигации. Кроме того, норвежские воды активно используются торговым флотом, что делает подводную деятельность опасной и заметной, увеличивая риск столкновения и раскрытия местоположения подлодки. В южной части Тихого океана, в точке Немо, находится самая одинокая точка планеты. На расстоянии 1000 миль вокруг нет ни клочка суши. Эта точка, известная как океанский полюс недоступности, расположена так далеко от любой Земли, что ближайшие люди — это космонавты на борту Международной космической станции, пролетающие над этим местом на высоте 400 километров. Подводные лодки избегают этого места по ряду причин. Точка Немо
не имеет стратегической важности и не представляет интереса ни для одной страны. Здесь нечего патрулировать и некого шпионить. Кроме того, любая авария в этом отдаленном районе превратится в смертный приговор, лишая экипаж шанса на спасение. Точка Немо также является кладбищем космических кораблей. Сюда страны мира отправляют умирать спутники и орбитальные станции, превращая этот район в гигантское захоронение технологий. Но эти географические точки – лишь вершина айсберга. Помимо них существуют общие принципы, которым следуют подводные лодки, обходя опасные или запретные по политическим причинам районы. Подводные лодки имеют физические ограничения. Большинство субмарин просто не могут безопасно погружаться на экстремальные глубины. Главный фактор ограничения глубины – прочность корпуса. Чем глубже, тем выше давление. На каждые 10 метров погружения давление возрастает на 1 атмосферу. Корпус должен выдерживать это колоссальное давление без деформаций и разрушения. Средние цифры по глубине погружения выглядят скромно. Большинство современных военных подводных лодок погружаются лишь на 250-400 метров, особо продвинутые – на 600 метров. Однако средняя глубина Мирового океана составляет 3711 метров. И это только средняя глубина. Поэтому часто говорят, что человечество практически не освоило Мировой океан. Мы плаваем лишь на его поверхности, не зная, что скрыто в глубинах. Многие механизмы на подводных лодках просто не рассчитаны на работу на экстремальной глубине. Именно поэтому такие места, как Марианская впадина, остаются вне досягаемости для подлодок. В некоторых частях Мирового океана устанавливаются запретные для плавания зоны. Эти зоны устанавливаются государствами и международными организациями по разным причинам: безопасность судоходства, охрана государственных интересов, защита окружающей среды. Эти зоны четко обозначены на навигационных картах, а их границы публикуются в специальных извещениях для мореплавателей. Запретные зоны – это не просто опасные точки на карте. Они напоминают о том, что океан больше, сильнее и древнее нас. Мы думаем, что управляем технологиями, но в этих местах природа диктует свои правила. Океан – это таинственный мир, полный загадок и опасностей. Что же скрывает океан? Возможно, под толщей воды спрятаны не только запретные зоны, но и нечто, о чем мы даже боимся подумать. Но правда, как и подводные лодки в этих местах, не спешит подниматься на поверхность.